В Министерстве обороны Российской Федерации с надлежащей серьезностью оценивают информацию, поступающую по независимым каналам о подготовке киевским режимом к нанесению удара по Курской атомной электростанции. И тут же у нас есть организация, которая называется Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, которую обычно сокращенно называют, давайте ее цитату тоже из ее требований. Собственно говоря, это Ростехнадзор, атомная электростанция, удовлетворяет требования безопасности, если соблюдаются следующие условия. И вот мы с вами видим радиационное воздействие атомной электростанции на персонал учитывается, радиационное воздействие на персонал, население, окружающую среду ограничивается при запроектных авариях, ограничивается вероятность возникновения на АЭС аварий. А что такое вообще запроектные аварии? Как безопасность гарантируется чисто технически? Проект рассчитывается на работу в определенных условиях. На случай аварии, которую человек, грубо говоря, может придумать, сам себе нафантазировать, ставится система безопасности. К сожалению, ряд случаев, так скажем, на 2 атомных электростанциях за последние 40 лет заставили разрабатывать новые системы безопасности уже не иллюзорно, а на основании того, что произошло на Чернобыльской атомной электростанции, на атомной электростанции Фукусима-Дайичи в Японии. Если говорить о том, что волнует в первую очередь, а это событие, конечно, в Курской области. Курская атомная электростанция – это 2 работающих реактора РБМК-1000. У многих язык поворачивается называть их реакторами чернобыльского типа. Но после того, что произошло с Чернобыльской атомной электростанцией, систем безопасности было добавлено 21 штука. То есть представить себе, что на современных энергоблоках, работающих на базе реактора РБМК, может повториться такой же страшный инцидент, как был в Чернобыле, уже не получается. То есть опасаться того, что там персонал сделает что-то, чего делать нельзя, уже не получается. Уже стоят автоматизированные системы управления технологическими процессами, уже появились пассивные системы безопасности. Что за зверь? Пассивная система безопасности рассчитана на то, что на атомной электростанции автоматизированная система управления обнаруживает отсутствие персонала и отсутствие электроэнергии. Все исчезло, все потухло, люди убежали. Тем не менее, они работают на основании законов физики, которые никто не отменял. Если начинается разгон реакции, и оператор не реагирует на сообщение, то автоматика берет управление на себя, и управляющие стержни, поглощающие все свободные нейтроны, падают вниз, потому что так действует сила гравитации на планете Земля. Они удерживаются при помощи электромагнитов, и автоматизированная система просто отключает на них питание. Все. Если станция обесточена, электромагниты тоже не работают. Опять все. И так далее. Дополнительные емкости с охлаждающей водой, трубопровод, идущий над активной зоной, в котором есть плавкие вставки. То есть участок трубы, который при превышении определенной температуры просто расплавляется. Вода падает вниз сама по себе. И так далее, и так далее. То есть их много. Если говорить про РБМК, то систем безопасности 21. Если говорить про современные, те, которые, опять же, строятся на Курской атомной электростанции 2, ВВР ТОИ, там таких систем безопасности 36 штук. Представить себе, что там может что-то произойти незапланированное, дополнительную тревогу, если мы, опять же, говорим про Курскую атомную электростанцию, реактор РБМК 1000 не имеет корпуса. То есть вот то, к чему мы привыкли, корпус реактора стальной, из такой очень непростой стали, очень толстостенный. Вот реактор РБМК, он просто не требуется. Разумеется, реакторы РБМК строили не в расчете на то, что кто-то будет пытаться наводить ствольную артиллерию прямой наводкой. Соответственно, опять же, после всего, что происходило в Чернобыле, здесь дополнительные меры безопасности. Если нет стального корпуса, значит, будем усиливать бетонные заборы, ограждения и так далее, и так далее. То есть никакая прямая наводка там не сработает. Если говорить о
в нормативах физической охраны атомных электростанций, что мы в открытых источниках никогда в жизни не увидим. Ну, по крайней мере, я на это не рассчитываю, не знаю, как вы. Это Росгвардия. В каком количестве, какие виды вооружения у них есть, сказать сложно, но если вспоминать атомную электростанцию, нашу атомную электростанцию, которую мы строим себе в Турции, я ничего не перепутал, это не турецкая атомная электростанция. Кто не верит, может посмотреть, как распределены акции предприятия. То, я надеюсь, многие помнят, что не так давно Турция испытала жгучее желание закупить С-400 зенитные комплексы, один из дивизионов которых расположен в провинции Мисрин, то есть ровно там же, где строится атомная электростанция. На вопрос журналистов к представителям Генштаба Турции, зачем нам вот здесь дивизион ПВО, ответ был, мне очень понравился, на случай прорыва авиации из Сирии. Абсолютно правдоподобно. Так что я думаю, что касается обеспечения безопасности Курской атомной электростанции, там все в порядке, и там тем более все в порядке, потому что после завоза свежего ядерного топлива охрана усиливает просто на основании действующих инструкций. Свежее ядерное топливо на месте. Но это на самом деле звучит немножко тревожно, но это самое безопасное, что там есть. Не превышает уровень радиоактивности естественный, но тем не менее, поскольку их привозят и хранят в транспортно-упаковочных комплексах, то есть есть риск того, что внезапный террорист проберется, подхватит краном эти туки, транспортно-упаковочные комплекты и увезет, охрану просто усиливают. Так что я думаю, что вот здесь, что касается Курской атомной электростанции, причин для беспокойства просто нет. Ну, я так подозреваю, что часть аудитории беспокоится на тему того, что а вот если взорвут реактор, и все разлетится по местности. Ну, взорвать ядерный реактор усилий надо прилагать много. Повторю, что то, что произошло в Чернобыле, без содействия со стороны персонала, который проводил некие эксперименты, невозможно. Такой эксперимент сейчас провести не удастся. Автоматика просто все остановит. Я предлагаю еще, рухнут сверху вниз поглощающие стержни, которые возьмут на себя все свободные нейтроны, и цепная реакция деления просто прекратится. Что может происходить после этого? Абсолютно ничего. Если у тебя нет реакции, то вот такой взрыв, который мы, к сожалению, видели в Чернобыле, не повторится. Так что... А если кто-то хочет раскидать ядерное топливо вот по окрестностям? Ну, во-первых, этих кого-то надо довольно много, потому что после каждого такого броска нужен будет новый. Новый? Эх. То есть это такие шахиды-камикадзе должны быть. Одноразовые причем. Если говорить об облученном топливе, хранится оно после того, как его извлекли из активной зоны в бассейнах выдержки. Бассейн, находящийся там же, где активная зона, все на месте. Это действительно бассейн, просто очень большой, бетонный, с проточной водой. Если остановить поток проточной воды, да, можно добиться серьезного радиоактивного заражения. Но поскольку и топливо это хранится не набросом, а в соответствующих пеналах, то, в общем, очень сложно представить, что можно что-то изобразить. Как-то фантазии не хватает, чтобы там что-то можно было сделать. Я, кстати... И если уж говорить о каких-то опасностях, то я просто напоминаю, что все гипотезы по поводу того, что будут заниматься конструированием грязной бомбы там, на территории подконтрольной Киеву, есть еще некоторое количество атомных электростанций. Вовсе не обязательно этим заниматься в Курске, где обстановка явно будет нервная, а вот где-нибудь под Ровно, так спокойно. Здесь такой момент, что недалеко от города Киева вроде как строили хранилище для ядерных отходов. ЦХО – это центральное хранилище облученного ядерного топлива. То есть материал, если вдруг что, на Курскую атомную электростанцию идти за ним не надо? Более чем достаточно. Там находятся остановленные корпуса реакторов Чернобыльской атомной электростанции. Взорвался только один, три оставшиеся были остановлены, и облученное ядерное топливо хранится там же. Центральное хранилище построили для того, чтобы свозить облученное ядерное топливо со всех остальных атомных электростанций, кроме Запорожской. У Запорожской свое хранилище. Сделано это в целях экономии. Если бы не было такого хранилища, пришлось бы продолжать платить России за переработку облученного ядерного топлива. А так можно хранить.
Друзья, YouTube блокирует. Возможно, наш канал следующий, и это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас. Не ждите окончательной блокировки YouTube. Спрашивают, если что, нам можно задавать вопросы, писать комментарии, предложения с помощью QR-кода, который вы вот сейчас видите у себя на экране. Задают вопрос тематический. А автоматику как-то можно отключить? Ну, я предполагаю, что если эту автоматику отключить, то просто падают. Ну, во-первых, отключают ее, я так понимаю, из штаб-квартиры Росэнергоатома, которая находится вовсе не в Курске, куда как подальше. Одна из тех мер безопасности, которые МАГАТЭ потребовала ввести на всех действующих атомных электростанциях после случившегося на атомной станции Фукусима, это физическое отсутствие возможности персонала станции добраться до шкафов с автоматизированными системами управления технологическими процессами. Они управляются из штаб-квартиры компании, которая атомную электростанцию строила. Вот такое требование. Потому что японские операторы немножко начудили. Вот, чтобы этого нельзя было сделать в принципе, нет доступа. Ну, по сути, это еще и ответ на второй вопрос. Вскрываешь, он перестает работать. Все. Так что нам тут еще один вопрос задают, вот вам персонально, по поводу, а может ли персонал что-нибудь сделать? Собственно, вот персонал ничего сделать не может. Ну, и напомню, что после 2011 года действительно физические инспекторы МАГАТЭ объехали все атомные электростанции на планете, чтобы вот эти требования были внедрены. Не должен иметь персонал возможности ковыряться в том, где ковыряться нельзя. Нам еще один вопрос поступил. Я подозреваю, как Борис ответит, но что такое радиация? Почему она разрушает организм? Пару слов. Я так подозреваю, что далеко не вся радиация разрушает организм. Ну, вы знаете, можно, конечно, превратить сегодняшнюю передачу в лекцию по радиационной безопасности, по видам радиоактивного излучения, альфа, бета, гамма, нейтронное и так далее, но это времени займет достаточно много. Главная мера безопасности при обращении с радиоактивными отходами — находиться от них как можно дальше. Альфа-излучение самое безопасное для того, чтобы оно на вас не действовало, достаточно вот такого листика бумаги. Бета-излучение стекла. Гамма-излучение, да, вот все анекдоты про свинцовое нижнее белье — это про гамма-излучение. В активных зонах присутствует еще и нейтронное, есть нормативы, есть режимы работы для персонала предусмотренные. Что еще сказать? Почему действует любой вид радиации? Это дополнительная энергия, которая воздействует на атомы, из которых состоят молекулы, из которых мы с вами состоим. Так что получается, вытекающие последствия могут быть самыми разными. То есть, если нарушаются электронные связи между атомами, которые соединены в молекулы, вы получаете поражение того или иного органа организма. Не ешьте радиоактивные материалы, пока они снаружи, вообще все в порядке. Ну и кроме того, не стоит забывать, что есть естественный фон радиации, мы в нем живем, наш организм устроен так, что относится к этому совершенно спокойно, нельзя превышать допустимые санитарные нормативы. А так у нас радиоактивно все подряд. Творог, бананы, все радиоактивно. Если говорить о таких чисто бытовых вещах, определенную дозу излучения гранит, и эта проблема в Скандинавии уже была. Там очень долго, хотел сказать, смеяться, не сказал, слава богу. Если у вас подвал или ваш этаж, в котором вы живете, построен из гранита, не забывайте постоянно проветривать помещение. Все, на этом мера безопасности закончена. Газ радон, один из продуктов деления урана, он летуч, он накапливается, если вы не проветриваете помещение. Не забывайте открывать форточку. Прям радикальный вопрос задают. При аварии на Курской АЭС какой радиус поражения? Авария, вот Борис, может, меня поправит сейчас, но авария в том виде, в котором вот представляется сейчас авария на атомных электростанциях, учитывая опыт Чернобыльской атомной электростанции, сейчас невозможно.
На Чернобыльской атомной электростанции состоялся взрыв ядерного топлива. Его повторить невозможно при учете тех мер безопасности, которые были разработаны и внедрены на всех реакторах РБМК. Реактор большой мощности, канальный так называемый. Критическая масса не наберется. Я себе просто представляю вот этих вот странных, давайте назовем это террористов, которые проникают на атомную электростанцию, притом каждый доктор наук, то есть человек, хорошо разбирающийся в всех типах атомных реакторов, и он при этом еще и готов, вот понимаете, вот к проведению террористических актов. Мне кажется, таких персонажей как-то вот вряд ли где-то готовят. Ну вот мне почему-то так представляется. Это вот чтобы проникнуть, что-то сделать, а вот люди, которые с лопатами возьмут, начнут что-то разбрасывать, отработанное ядерное топливо. Для начала придется нырнуть в бассейн, это будет первый нырнувший, потом второй. Не, ну если горку так из них собрать, в принципе, из этих... Так они же завалят, как потом из-под них вытаскивать. Неводом. Ну, вот. Свинцовый невод закидываем, вытаскиваем. Смех смехом. Можно нафантазировать все, что угодно, но это страшилки. Реально страшилки. Смех смехом, но давайте, что сейчас на пути ионизирующего излучения стоят физические барьеры, стоит автоматика. Это... В общем, нужно быть весьма одаренным, вряд ли среди тех людей, которые могут что-то такое предпринять, достаточно одаренные найдутся. Достаточно одаренные, я думаю, уже давным-давно куда-нибудь... В общем, занимаются по профилю, они бегают по атомным электростанциям, делая всякое нехорошее. Простите за вот этот эзопов язык в данной ситуации. И задают вопрос, а могут ли ударить по СХАЯТ УЗАЭС? И если да, то что? Ну, СХАЯТ, сухое хранилище облученного ядерного топлива на Запорожской атомной электростанции, да, это было больное пятно. Строили его на основании выигранного тендера американские специалисты из компании «Холтек». Компания далеко не простая, далеко не первый такой объект. Они имеют хороший опыт подобного строительства у себя в США. Вынуждены там были строить, их просто позвали на помощь. Да, действительно, вот эти бетонные короба, они должны быть вертикальными, там должна быть тяга, потому что топливо, которое даже 5 лет пролежало в бассейне выдержки, там все равно какие-то остаточные ядерные реакции идут, оно греется, его нужно охлаждать. Самая обычная, естественная природная тяга, вот это охлаждение обеспечивает. Они не были ничем прикрыты сверху, именно потому, что должна быть тяга. Если вы закроете это колпаком, то воздух перестанет проходить. Нам не показывали подробно, как выглядит сейчас СХАЯТ. По-моему, с год назад мы во время одного из визитов Сергея Кириенко видели, что там появилось дополнительное заграждение от прилета БПЛА. Теперь это совсем не похоже на обычное хранилище. Я думаю, что там и еще что-то дополнительное сделано. Вряд ли нам это с вами покажут. Спрашивают, что за критическая масса набралась в Чернобыле? Вот можно я вот сейчас прерву? Ну, дорогие друзья, 10-11 класс средней школы, все-таки там, насколько я помню, про это все рассказывают. Но если Борис вот хочет кратко сказать, что за критическая масса... кратко не получится. Я не думаю, что надо сегодняшнюю передачу превращать в лекцию по ядерной физике. Если хотите, на геоэнергетике сделаю, расскажу и про критическую массу для каждого вида радиоактивного материала и так далее. В общем, дорогие друзья, заходите на геоэнергетику инфо, к Борису Марцинкевичу на его телеграм-канал, он там про эти все вещи периодически пишет. Что самое интересное, видео, в которых рассказывается о братьях наших ближних, не меньших, ближних, как-то набирают больше, чем видео, в которых рассказывается про ядерные реакции. Но вдруг тенденция изменится. В общем, заходите, смотрите. Соответствующие видео будут. А мы пока пойдем дальше, если позволите. Если будут еще какие-то вопросы, конечно, присылайте, мы их обсудим. Сколько регионов останутся без электричества при возможной аварии на Курской АЭС? Курская атомная электростанция входит в состав объединенной энергосистемы Центра. Это наше Черноземье, столица нашей Родины. Я думаю, что с учетом происходящего наш системный оператор, главный дирижер единой энергосистемы, уже разработал, откуда пойдут перетоки в том случае, если Курскую атомную электростанцию действительно придется остановить. Граничит с объединенной энергосистемой Центра, объединенная энергосистема Северо-Запада, объединенная энергосистема Юга, объединенная энергосистема Среднего Поволжья. Там есть откуда взять, не волнуйтесь. Ну и для понимания, установленная мощность электростанции в энергосистеме Российской Федерации
Порядка 248 гигаватт, а здесь речь идет про 2, по-моему, гигаватта работающих. В общем, это не какая-то... не Есть какой-то чем перекрыть. критический, да. Напомню, что из 4 реакторов 2 уже остановлено, строящиеся 2 новых реактора, это реакторы замещения. Так что речь идет о 2 гигаваттах. Но системный оператор, жара у нас, слава богу, кончилась, так что наверняка резервная схема уже готова. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала – независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива, поиск спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным. Поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Дзене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на Sponsor.ru. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика Инфо» продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание.